Снова всем привет! Сегодня мы посмотрим вторую часть видео с находками за последнее время. Как я и говорила, их было много, поэтому разделила их на две части. Ссылку на первую часть я оставлю в описании, ну и вот здесь вот где-то будет в уголке видео подсказка. Так что, кто не посмотрел, добро пожаловать. Ну а мы начинаем, вернее, продолжаем. Вторую часть видео тоже начну с браслетов. И вот браслет такой, который вы не раз видели и в моих видео, и, я думаю, где-то в других местах. Это небольшая редкость, но браслет из натурального перламутра всегда выглядит шикарно. Второй браслет в этом видео — это такой открывающийся. Это перегородчатая эмаль клуазане. Конечно, у этого браслета покрытие уже такое пострадавшее, как вы видите. Оно уже не такое золотое, яркое и блестящее. Но сам браслет, по-моему, великолепен. В этот же день у других продавцов я нашла таблетницу в таком же стиле. Видите? Тоже здесь бабочки, цветы лотоса. Если бы их можно было носить вместе, это было бы классно. Но, к сожалению, это просто шкатулочка, таблетничка. Вот такая кругленькая. Тут даже внутри есть ячейки для таблеток. Ее можно протирать, если чем-то она запылится, и не боясь, можно продезинфицировать спиртом, и тогда точно с таблетками там ничего не случится. Вот так. Но что самое интересное, в какой-то другой день и в другом месте я еще нашла вот такую брошь. Видите, здесь та же самая, почти похожая эмаль, в тех же цветах, похожие цветы, такие же розово-бордовые. Вот такая брошь. Дизайн простой, но вот эта вот перегородчатая эмаль, она очень красивая. Когда бы она ни была произведена, выглядит это очень-очень красиво. Вот такой комплект. Ну или не комплект, не знаю. Просто похожие. Продолжая тему таблетниц, маленьких вот этих шкатулочек, коробочек. Следующая находка — это таблетница из Толедо, Дамаскинадос. Я уже не раз об этом рассказывала. Это настоящий дамаскин, не имитация. Внутри даже есть этикетка Арт Толедо Дамаскинадос. Мне кажется, что немножко она не такая контрастная какая-то, то есть вот эта черная подложка как-то потускнела. Ну, следы времени, в общем-то, есть. Но это настоящий дамаскин испанский. Красивая таблетничка. Так, перейдем дальше к брошам. Снова мои любимые камеи. На этот раз вот такая большая. Конечно же, она пластиковая, но здесь красивый ободок, такой ажурный. Мне кажется, это, возможно, это немецкие камеи, но
Это не суть важно. Вот такой вот задник больше похож на немецкие броши. Ну, в принципе, это не важно. Большая, крупная камея всегда обращает мое внимание. Дальше такая интересная брошь, очень похожа на серебряную. Ну, я не уверена, возможно, скорее всего, никакое это не серебро, но брошь очень красивая. Здесь такие мелкие камешки гранатового стекла и жемчужины. Брошь красивая, очень какая-то она лаконичная, мне кажется, скромная такая. Еще одна брошь планка с очень красивыми кристаллами багетными, синими такими вот кобальтовыми. Броши планки хорошо комбинировать еще с чем-то, ну и подбирать в композицию. Они хорошо разделяют, служат такими разделителями. Если брошей несколько, я показывала как-то в видео, как комбинировать броши. Можно составлять целые картины из них и вот использовать броши планки для визуальное разделение картинки такое. Можно это видео найти у меня на канале. И на сегодня вот эта брошь будет последняя. Дальше еще будет несколько украшений. Но из брошек вот это ручная роспись на натуральном перламутре. Я думаю, что вы уже видели подобные украшения у меня в видео. У меня была раньше такая брошь, только с другим рисунком. У меня есть запонки и две таблетницы с точно таким же перламутром, но с разными рисунками, с разными вот такими вот житейскими историями. Здесь, как вы видите, люди, сидящие на пороге дома, явно восточного стиля. А там на таблетницах у меня были воины на конях. В общем-то, поэтому эти украшения называют персидскими. В интернете можно найти именно по таким ключевым словам украшения эти. Ну и на этой брошке есть такой вот недостаток, как я считаю, что здесь перламутровая раковина, которую вот с изнанки хорошо видно, а с лица не видно ее. Она полностью залита краской, рисунок полностью покрывает эту ракушку, и с лица не видно даже, что на таком прекрасном, на такой прекрасной подложке это все сделано. Ободок обычно бывает из серебра у этих брошей, то есть запонки у меня есть, они серебряные, брошь предыдущая у меня была тоже серебряная, но эту я почищу, посмотрю, возможно, это тоже серебро. А нашла я ее случайно, можно сказать, проходя мимо барахолки, не собиралась ничего покупать, но вот в ящике с мусором обнаружила ее. Обычно с мусором, я называю такие ящики с мусором, когда скидывают туда всякие украшения, поломанные, одиночные, серьги одиночные, какие-то клипсы, в общем, некомплектные. Ну, иногда в таких коробках как раз сокровища и можно находить. Броши эти датируются началом 20 века, но мне почему-то кажется, что они немного моложе. Не знаю точно. И перейдем к заключительной части. Это два колье.
последние в сегодняшней распаковке. Одно вот с такими милыми слониками. Просто ряд из идущих слонов. Как это украшение будет лежать, я не знаю. Ну, как я уже и говорила в предыдущем видео, я сниму все-таки примерку украшений, потому что тут обязательно нужно посмотреть, как это колье будет лежать. Потому что у меня такое чувство, что оно не будет поворачиваться нужным образом, и вот эти слоники не будут прилегать как бы к телу, а будут как-то вот отклоняться. Ну, посмотрим. Когда я примерю, будет видно. Вот. Ну и, конечно же, это колье можно комбинировать с любыми бусами, цепочками и так далее. Оно само напоминает цепочку. Покрытие хорошее, нигде не повреждено, все целое. Последнее колье на сегодня. Вот такая цепь с очень крупным замком декоративным. Вот он такой. Здесь даже есть еще этикетка, на которой написано Вена, Париж, Флоренция, эксклюзив. Ну и как вы видите, это такая косичка такая сплетена из сетки металлической. Такие цепи я встречала. Она очень легкая, потому что тоненькая, ажурная. И в то же время она очень эффектная. Колье короткое, прямо под шею. Я его примеряла, смотрится оно великолепно. Очень красивое. Может быть, его даже никто и не носил, если висит эта этикетка. Ну, а может быть, ее прицепили уже потом. Но от этого колье хуже не становится. Носил его кто-то или не носил. Оно великолепное. Ну и на сегодня это все. Я, как всегда, выложу все украшения, чтобы мы их посмотрели. Все ли тут есть, все ли я вам показала. Вот такие находки для сегодняшнего видео. На сегодня это все. А точнее сказать, это все находки, наверное, за всю осень. Сейчас уже будет зима, и барахолок будет меньше. Холодно все-таки. Новый сезон начнется весной. Это совсем не означает, что находок больше не будет, но я думаю, что я чаще буду записывать видео с примерками, видео с компоновками украшений. Такие наметки у меня уже есть. Я хочу показать отдельно браслеты и отдельно таблетницы. Маленькие шкатулочки, которые я тоже коллекционирую. Ну и продаю, конечно же, в своем магазине. Ну а на сегодня это все. Всем пока. До встречи в следующем видео.